Друзья, здравствуйте! Владимир Зеленский экстренно обратился к нации с сообщением и обращением к каждому из вас. В жизни каждой нации есть момент, когда всем необходимо честно поговорить. Сейчас один из самых тяжелых, критических моментов нашей истории. Давление на Украину такое, какого не было ранее. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Потеря достоинства или риск потери ключевого партнера. Друзья, ваши мысли пишите уже в комментариях, уверенных много. Точно так же, как и ваши слова поддержки президенту Владимиру Зеленскому в такой сложный момент. А я крайне рад, что сегодня с нами именно офицер армии обороны Израиля, военный историк Григорий Тамар. Господин Тамар, здравствуйте. Нам сегодня как никогда просто нужна ваша мудрость. Рад, что вы с нами. Прежде всего хочу обратиться к народу Украины с дружеским, братским рукопожатием. Да, именно дружеская поддержка сейчас как никогда важна. Зеленский говорит, украинцы стальные, но даже самая крепкая сталь может когда-то не выдержать. Украину по факту поставили перед страшным ультиматумом. Отдельно пункты мы еще разберем, господин Тамар, но в целом ваши впечатления, да, то есть вот что произошло, насколько критический сейчас момент, и, вероятно, один из самых критических за последние почти 4 года большой войны. Вы знаете, я сейчас попробую немножко с другой стороны на это посмотреть. Со стороны военного историка и со стороны израильтянина, потому что мы в Израиле последние 50 с лишним лет находимся в ситуации, когда история загнала нас в такую позицию, когда мы абсолютно зависимы от Соединенных Штатов, от их доброй воли. И эта зависимость последнее время, последние годы и месяцы очень сильно усугубилась. Поэтому мы в Израиле, как никто, понимаем то отчаяние и ту сложную ситуацию, вот, в которой сейчас украинский народ оказался. Потому что мы здесь с вами, как говорится, в одной лодке. И я хочу дать совет. Я понимаю, вряд ли Владимир Зеленский смотрит сейчас нашу передачу. Я понимаю, что не потому, что он там не уважает ваш канал или там что-то такое. Я понимаю, что ему сейчас есть чем заняться просто. Подозреваю так, да? Но если кто-то из его окружения смотрит, я хочу дать совет. Как человек, который знает израильскую историю отношения Израиля с Соединенными Штатами, что тут очень важно понять на самом деле, вот что является подлинной красной линией для украинского народа, а что является вопросом торга, циничного торга. И вот в этом я хочу попробовать, чтобы мы сейчас разобрались. И еще раз подчеркиваю, это мое личное мнение. Я не представляю государство Израиля, представляю себя лично. Человека, который за последние 10 лет многократно демонстрировал, что он подлинный друг Украины. Я хочу напомнить, что помимо красивых слов, которые я говорил в адрес Украины, я как военный инструктор тренировал ВСУ, как член израильской делегации тренировал офицеров украинской полиции и много сделал другого важного для вашей страны. Поэтому я имею право, не будучи гражданином Украины, высказывать свое оценочное суждение в столь тяжелый и сложный час для вашей страны. Мне так кажется. Так вот, возвращаясь к вопросу взаимоотношений с Соединенными Штатами. Важно понимать, что неважно, там это Трамп или Байден или кто-то другой. Этот человек, прежде всего, он президент Соединенных Штатов. И он, прежде всего, отстаивает интересы своей страны. Он не должен быть патриотом Украины. Складываются так или там патриотом Израиля. Складываются так исторические обстоятельства, что по какой-то причине Америка выбирает себе в союзники Израиль на какое-то время, исторический отрезок, Украину, там, в силу общих интересов, в силу там каких-то общих врагов, друзей и так далее. Тут, кстати, очень важно понять, почему Америка поддерживает Украину. Это тоже ключ к
решению проблемы, в которой Украина оказалась. Вот это тоже очень важный момент. Не потому, что у Зеленского хорошее чувство юмора, мы же понимаем с вами, что причина должна быть глубже. Если разобрать вот все эти пункты, 28 пунктов, которые озвучил Трамп, вообще количество этих пунктов, оно само по себе, конечно, это уже как бы повод для анекдота. Особенно мне понравился 28-й пункт. Вот он фееричен просто, что в Польше будут размещены самолеты НАТО. А для того, чтобы это озвучить, нужно было 28 пунктов написать. Это вообще заслуживает пункта, или это по умолчанию очевидная истина, что Польша страна НАТО, и там могут быть размещены самолеты НАТО. Ну, как бы, да. То есть. Так вот, во всех этих пунктах там на самом деле важно, и уже извините меня, я сейчас скажу, может быть, очень больную вещь такую, и многие там скажут. Там важного только одно. Один-единственный. Это пункт о территориях. Все остальное не имеет никакого значения. В качестве договора о прекращении огня. Все остальное не имеет никакого значения. Если в Украине остался хоть один человек, который надеется, после всего, что произошло за эти 4 года, что членство в НАТО может являться каким-то инструментом обеспечения безопасности Украины, то, это человек идиот, извините. Я думаю, что любому здравомыслящему человеку понятно, что членство в НАТО сегодня является всего лишь бумажкой, цена которой 0. Мы смотрим на происходящее, мы видим, что НАТО самих себя не в состоянии защитить от прямой агрессии. Я хочу напомнить, что несколько граждан стран НАТО погибли в результате агрессивных действий Российской Федерации. Действия 0. Неужели кто-то в Украине думает, что если на Украину Путин через год там нападет, то НАТО будет воевать с Украиной? Послушайте, не смешите меня, я серьезно. Послушайте, Польша уже надеялась, что французские танки пойдут на Берлин в 1939 году. И тогда, поверьте, у французов было намного больше инструментов. У них были самые могущественные в Европе на тот момент бронетанковые войска. Лучшие танки в мире. И тогда французы. Вот. Так что членство в НАТО — это ерунда, это химера, которую... И изначально была большая ошибка с украинской стороны об этом говорить. И тем более сейчас на это надеяться еще больше ошибка. А вот потеря фортификаций, которые Российская Федерация 10 лет не может взять, вот это серьезно. Вот за это нужно стоять насмерть. Это нельзя отдавать. Ни при каких условиях. Это все равно, что ежик снимет с себя шкуру вместе с колючкой. Потому что 10 лет Россия пытается взять этот укрепрайон, и 10 лет не может. И нельзя это отдавать. А все остальные вопросы... опять же, там есть важный, конечно, момент обмен военнопленных всех на всех, но это в любом случае, при любом прекращении огня это происходит. Опять, важный как вопрос считать еще, вот этих извините, всех? просто который сразу бросается в глаза, это сокращение наших вооруженных сил и отказ Украины от определенных видов вооружения. Я думаю, тут речь пойдет об украинской ракетной программе, например, для дальнобойных ударов. Слушайте, вы знаете, это пункты, которые можно обойти. Это, во-первых, 600 тысяч человек – это колоссальная армия. Это колоссальная армия, это, безусловно, то количество вооружен. И это, кстати, большое достижение. Потому что, если вы помните условия стамбульских переговоров, там шло, по-моему, не ловите меня сейчас на слове, но там 1200, по-моему, в Украине оставляли. Да, что-то около того, или 180, но там смешное какое-то количество. Да, но что тоже немало, между прочим, это тоже армия. Так что было. 180 тысяч – это численность израильской регулярной армии. Да? Теперь, размеры страны, господин Тамар, тут, наверное, скажут. Да, я все понимаю прекрасно. Но 600 тысяч человек – это самая крупная в Европе армия. По-моему, в Турции, если я не ошибаюсь, 350 тысяч человек.
И 600 тысяч человек, если это с умом эту армию выстроить, если провести оптимизацию, то можно 600 тысяч человек — это абсолютно боеспособные вооруженные силы, которые в состоянии вашу территорию защищать. Да, нужно сделать в армии большую реформу. И люди, которые там не должны находиться, им нечего там делать, это просто проедатели бюджета. Но 600 тысяч — это достаточно. Более того, вам недостаточно 600 тысяч. Есть такая прекрасный спортивный клуб «Динамо Киев». Украинцы — очень спортивная нация. Вот можно в рамках этого клуба создать 500 000 спортивных молодых людей, которые будут ходить, заниматься спортом. Спорт бывает разный. Бывает спорт рукопашный бой, да? Бывает спорт стрельба, например. Бывает спорт метания гранаты. Да? Бывают различные виды десятиборья. Это когда-то, когда Израилю британцы запрещали иметь свои вооруженные формирования, в Израиле все, тогда не было Израиля, это был британский мандат тогда здесь, в Израиле все молодые люди занимались спортом. С утра до вечера. Учились окопы копать, винтовкой владеть. Тоже спорт такой. Спорт, соревнования по использованию беспилотников тоже может быть одной из дисциплин. Да, вот правильно. Вот вы видите, вы молодой человек, вы шире видите, чем я. Я-то уже пожил, я по прошлым смотрю. А вы вот, молодой человек, правильно, беспилотники — прекрасный вид спорта. А спорт, как говорят британцы, это занятие для джентльмена. И все будут в Украине молодые джентльмены, и все будут заниматься спортом. И 500 000 таких спортсменов, как показывает практика использования тероборона, это прекрасное подспорье для 600 тысяч регулярной армии. А что касается ракетной программы, слушайте, ракетная программа, вот у нас в Израиле, нам в Израиле тяжело, у нас мало друзей. Кто у нас там? Америка, Германия, Чехия, по пальцам можно пересчитать. А у вас много друзей. Вся Европа почти ваши друзья, да? Можно развивать ракетные программы у немцев, например. Совместные ракетные программы. Можно там завод построить, который в случае чего в состоянии предоставить Украине в течение недели необходимое вооружение. Это решаемые вопросы. Вот территории — это серьезно. Вот укрепрайон — это нерешаемо. Его за неделю не построишь в случае необходимости. А ракетную программу можно в Румынии построить завод, в Чехии, в Германии, в Финляндии. То есть так много стран, которые с удовольствием построят на своей территории ракетный завод, который будет и эту страну снабжать ракетами на случай возможной российской агрессии. Так что все остальное решаемое. Вы понимаете, вот вы же нация казачьей смекалки. Слушайте, нельзя вам будет иметь ракеты дальнего радиуса действия. Операцию «Паутина» ж никто не отменял. Разными способами можно действовать на врага, на противника. А вот территории, понимаете? И тут не вопрос в километрах земли. И даже не вопрос в людях, которые там живут. Людей можно вывести. А вот стратегическое расположение, топографию местности, вот это изменить невозможно. И не просто так Россия грызет этот кусок вашей суши 10 лет и никак отгрызть не может. Друзья, прямо сейчас напишите, что вы думаете по этому поводу. Ваши мысли крайне интересны. Если бы это зависело от вас, согласились ли бы вы на такой план? Важно помнить, что это все еще идет в процессе обсуждения. Прямо сейчас, в эти минуты, команда президента работает над тем, чтобы сгладить эти углы и действительно очертить те самые красные линии. Какие они для вас, пишите в комментариях после того, как лайки поставите. Друзья, это касается каждого из нас. Подпишитесь на YouTube-канал Григория Тамара. Очень рад, что именно сегодня с нами господин Тамар как раз может поделиться тем самым опытом, который проходила и его страна в том числе. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе.
и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 250 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Господин Тамар, о срочности, да, вообще вопроса, ваше мнение тоже интересно. Ну вот Трамп говорит, да, до четверга максимум срок, нашу эту беседу будут смотреть зрители в субботу, то есть остается по большому счету 4 дня. Что произошло? Откуда появилась эта дата? Что укусило того же Трампа? Как на это мог повлиять Кремль? Как вы считаете? Ну, вы знаете, это абсолютно не важно сейчас, что повлияло на поведение Трампа. Мы с вами уже знаем и в Израиле, и в Украине, что Трамп человек крайне импульсивный, который либо действительно меняет свое настроение, свои там намерения, либо делает вид, что он вот такой вот взбалмошный, может быть, это актерская поза такая, знаете. Вот. Я вам хочу сказать, что при этом, при всем, давайте не будем наивными людьми. Вот эта вот история с коррупционным скандалом в Украине сейчас, которая, насколько мне известно, была инспирирована американскими спецслужбами изначально. И, безусловно, никто тут не отрицает, я не думаю, что сейчас будет какой-то там человек в Украине, который будет говорить, что в Украине нет коррупции. Понятно, что и в Украине есть коррупция, мы все это знаем, и я надеюсь, что ваши следственные органы предпримут необходимые действия для того, чтобы раскрыть все эти коррупционные схемы и так далее. Да? И потом у вас будут честные выборы в Украине через какое-то время. И на этих выборах народ тоже скажет свое слово. Но то, что эта история с коррупционной схемой была обнародована непосредственно перед тем, как Трамп озвучил свои мирные предложения, и это не может быть случайностью. Американцы хотели максимально ослабить позиции Зеленского. Зеленский правильно поступил, что он сказал, что он принципиально согласен на переговоры. Пусть лучше плохим парнем будет Путин. Теперь посмотрите, что творится на Z-каналах россиян. Там истерика. Там просто истерика. Они воспринимают это как поражение. Тот план, который Трамп предоставляет. И почему, вы спрашиваете? А потому что никакие цели, которые заявлялись в качестве целей войны, не достигнуты, а 1 миллион человек они угробили. Вы вдумайтесь в эту цифру вообще. Это где такие потери с времен Второй мировой войны вообще виданы были? И я вам хочу сказать, что, допустим, вот мы сейчас представляем, моделируем ситуацию. Допустим, идет переговорный процесс, который заканчивается прекращением огня. Для россиян это означает, что война в целом проиграна. И вот эта масса контрактников, которые уже годы воюют, да, или там месяцы, развращены этими легкими деньгами, они хлынут в российские города с боевым опытом, испачканной кровью, развращенные этими деньгами, которые не могут уже не заниматься ни производительным трудом, ничего. Это просто готовый рецепт для социального взрыва кровавого. Если я это понимаю, то, наверное, Путин это тоже понимает. И я думаю, что Путин не в состоянии, не может, у него нет возможности сейчас пойти на подобный план мира. И я думаю, что как раз Путин будет тем человеком, который будет торпедировать эти мирные переговоры. Вот, так что давайте подождем, не надо впадать в отчаяние, надо понимать, что 4 года назад Украины могло не стать просто как государство, и этого не случилось. Этого не случилось из-за мужества вашего народа. И, между прочим, из-за мужества вашего президента как части вашего народа. И из-за того, что были среди вашего народа такие
выдающиеся люди, как, например, Залужный. Вот. Но вас могло не стать, а этого не случилось. И Россия 4 года кровью умывается, чтобы добиться вот этих своих преступных целей. Так что давайте подождем, посмотрим. Не надо впадать в отчаяние, в какие-то там, знаете, там измена, нас предали, нас продали. И вы знаете, Америка великая страна, тут никто не будет с этим спорить. Но это не единственная, так сказать, великая страна в мире. Есть Великобритания, есть Германия, есть Франция, у них тоже свои интересы, свои цели, свои позиции. И тут тоже надо этот момент учитывать и разыгрывать эту комбинацию комплекса. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Вы очень интересный момент затронули. Действительно, согласится ли на этот план, собственно говоря, Путин? Да, как пишут Financial Times, Reuters, Трамп, если Украина не согласится, он там готов и сократить, значит, передачу разведывательной информации, новые поставки вооружения. Но это если Украина не согласится. А что, если Украина очертит красные линии, каким-то образом подкорректирует этот план и таким образом, что на него не согласится уже Путин? Как вы считаете, какие шаги может предпринять Дональд Трамп и Соединенные Штаты Америки? Ну, я об этом говорил уже очень много раз. Это предоставление Украине, кстати, между прочим, предоставление Украине ракетного и другого вооружения для нанесения дистанционного огневого поражения. Буквально пару дней назад была информация официальная о том, что Украина применила американскую ракету, которая на сотни километров поразила цель стратегического характера в Российской Федерации. Это второе применение подобного класса боеприпаса за всю войну. Первое было еще при Байдене. Это Путину очень четкий знак, между прочим. Что будет, если Путин не пойдет на эти переговоры, на эти договоренности? И я еще раз говорю, вот эти 28 пунктов, часть из которых это просто бред. Ну, опять же, вот по поводу русского языка. Да, послушайте, вот я хочу задать вопрос. Вот смотрите, русский язык мой родной язык, я обожаю этот язык, понятно, мой родной язык, я не знаю украинского. Стоит вот этот пункт сотни молодых украинских жизней, если все опирается в этот пункт. Ну, мы же понимаем, что это бред. Величие языка, оно определяется не пунктами соглашений, а тем, сколько на этом языке фольклора, литературы, классики вот литературной на этом языке написано, да, там и так далее. Вот что определяет. Мы это с вами понимаем. И Украине сейчас предстоит очень долгий путь в плане языка, формирования своей современной национальной культуры. И, кстати, между прочим, на мой взгляд, Украина в этом отношении очень продвинулась. Я просто знаю, я вижу, сколько у вас музыки качественной делается с украинским языковым контентом. Ну, неважно, не хочу отвлекаться от этой темы, нашей основной. Так вот, все остальные вот эти пункты, кроме границ, это все ерунда. Важно, где пройдет вот эта линия размежевания, где будут стоять украинские войска, где будут стоять российские войска. И важно понимать, я думаю, надеюсь, что ваш президент понимает, что ни одному слову, ни одному обещанию, ни одному подписанному документу со стороны России верить нельзя. Это я думаю, что это аксиома, которую не нужно объяснять. Там есть смешные такие вещи, по поводу вот использования совместного Запорожской ядерной электростанции. Что давайте 50 на 50. То есть такое узаконенное пиратство. Мы пришли, отняли у более слабого, значит, что-то, а теперь, значит, давайте вот узаконим. Но опять же, вот стоит эта электроэнергия гибели
украинских ребят или не стоит? Я задаю этот вопрос. Да. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это решаемо. А вот где будут находиться российские войска, вот это вопрос, где не может быть компромисса. Не может, потому что вся эта история, мы же понимаем с вами, это только про то, что Россия возьмет второй раунд. Что в первом раунде им не удалось вас уничтожить, они будут зализывать раны и готовиться к следующему броску. Поэтому вот очень важно, где будет стоять российская армия. Эксперты Бильд как раз утверждают, что через 2-3 года, как только Россия перегруппируется, может быть новое российское вторжение, которое Украине уже будет сложнее отразить. Вот, господин Тамар, как вы считаете, с точки зрения военной логики, если мы берем за данность, что Путин захочет взять этот реванш, о каком сроке мы можем говорить? То есть можем ли мы вообще прогнозировать в этом плане? И насколько для вас очевиден ответ на вопрос, попробует ли Путин, вновь, маршем пойти на украинскую столицу в обозримом будущем, если война, остановятся боевые действия? У него не будет другого выхода. У него весь режим сейчас заточен исключительно на войну. У него выхода другого не будет. И, конечно, он будет сейчас, если будет прекращение огня, понятно, что будет какое-то послабление санкций, а санкции наконец-то начали влиять отрицательно на российскую экономику. Понятно, что он все вот эти дивиденды материальные будет оптимизировать для военных целей, и возобновление войны — это будет единственный шанс для него сохранить вот эту вот форму управления, которая сейчас в России имеет место. Во-первых, он за эти 3 года может сдохнуть. И он все-таки не мальчик, да, как говорил великий писатель Булгаков, человек внезапно смертен. Всякое может произойти. Иногда, знаете, человек идет по коридору, бывает, и вдруг поскользнулся на паутине. Паутина, знаете, бывает. Тоже упал и головой ударился. Мало ли что может случиться. Все под Богом, как говорится. Так вот, 3 года, смотрите, это понятно, что это несколько такой абстрактно условный срок. Он будет стараться действительно восстановить армию, подготовить ее, но и вы должны в такой ситуации тоже, так сказать, не пускать на самотек эту всю. Понятно, что и вам придется за эти 3 года сделать колоссальную работу и переустройство в армии. И вот тут, кстати, очень важный момент — пересмотр кадрового состава вашей армии. Потому что 600 тысяч вам надо будет очень сильно оптимизировать кадровый состав, специальности военные, которые в армии существуют, избавиться максимально от того, что возможно сделать, от тыловых вот этих вот военнослужащих, раз вы будете, допустим, ограничены количественно, часть передать гражданским работникам. Вот в Израиле, например, существует такое понятие гражданский специалист, работник армии. Он не является военнослужащим, он не входит в это. И таких людей у нас очень много. Часть вот им можно передать там, часть можно субподрядчикам. То есть вывести, оптимизировать это количество. Это кажется, что это все ерунда. Таким образом можно сотни тысяч получить в боевые части. И 600 тысяч человек — это более чем достаточно. Нету ни одной в Европе армии такой, которая вот. Это много народу. Действительно, это можно сделать боеспособную армию. А по поводу ограничения вооружения, тоже, знаете, есть исторических примеров масса. Когда хочет страна иметь армию, ее никакие международные ограничения не остановят. Речь идет и о гарантиях безопасности для нашей страны в этих соглашениях. Вообще Axios пишет, что чуть ли не впервые, со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп готов рассматривать какие-то гарантии для Украины, которые будут похожи на 5-ю статью НАТО. Да, нет никаких прямых обязательств, разбомбить Москву условно, но американский президент в случае нарушения мирного соглашения сделает все необходимое для того, чтобы помочь и бла-бла-бла, но что именно, так и вроде как пока что неизвестно. Вот стоит ли обращать внимание, доверять условно каким-то вот этим вот гарантиям, которые могут пообещать Украине в обмен на ключевой вопрос, как, например, как раз территории? Ни одному слову не надо верить. Можно верить только своей собственной армии, своим собственным границам, своим укреплениям на этих границах. Ни одному слову. И помимо всего прочего, слушайте, Трамп через 3 года уйдет с поста президента. И что вы будете делать?
Поедете к нему на его виллу, где он будет на пенсии в гольф играть, и скажете: Трамп, ты нам обещал, вот же ты же подписал документ, сказал: ну вот это подписал, ну и что. Не, ну серьезно, давайте не будем детьми уже. Не надо верить международным всяким вот этим вот фикциям, этим бумажкам. Уже вы Будапештский меморандум подписали. И что теперь? Понимаете? Поэтому лучше иметь армию 600 тысяч человек, хорошую, боеспособную, хорошо вооруженную современным оружием, находящуюся на обороняемых границах. И еще 500 тысяч спортсменов, физкультурников, я бы даже сказал, которые очень хорошо умеют пользоваться дронами. Вот. И вот это вот гарантия, да. Еще один пункт интересный – это выборы в Украине через 100 дней после остановки боевых действий. Я понимаю, Путину какой за горле Зеленский в качестве президента Украины. Наверняка в Кремле рассчитывают, что такие спешные выборы плюс какой-то урон репутационный, связанный с теми или иными уступками, нанесет урон политическому рейтингу Зеленского, и к власти придет кто-то другой. Как вы считаете, почему такой принципиальный вопрос, почему это надо было вносить в эти 28 пунктов? Кто может стоять, опять-таки, за такой инициативой? Послушайте, я не хочу влезать сейчас во внутреннюю политику Украины, и, во-первых, я в ней не разбираюсь достаточно глубоко для того, чтобы... Но в целом, смотрите, рано или поздно выборы в Украине должны произойти. Мы это все понимаем, да? Зеленский когда-то говорил, что он идет на один срок и не планирует баллотироваться заново. Ну, тоже можно об этом вспомнить. Но дело же не в Зеленском на самом деле, понимаете? Вот до этой войны в Украине было очень много людей, которые бы хотели пророссийского курса украинского. Вот много были, кто там, Медведчук, да, у вас там был, значит, этот герой с дырой. И вот его же поддерживали очень многие, да, и подобных ему вот людей, там, силы вот эти. Но эта война, она же все поменяла. Да, есть, наверное, и сейчас какое-то количество украинцев, которые бы хотели там сближение с Россией. Но мы понимаем, что это ничтожное меньшинство в процентном отношении. Путин сделал все, что от него зависело, и то, что не зависело, чтобы на очень долгие годы поссорить российский и украинский народ. Потому что пролито океан крови. Это так быстро не забудется. Поэтому любой президент, который придет к власти, он не сможет проводить угодную Кремлю политику, даже если захочет. Народ ему не позволит. И у вас, опять же, вы народ темпераментный такой, знаете, горячий. У вас чуть что Майдан. И ваши же политики это тоже понимают. Поэтому я думаю, что Путин вряд ли имеет основания на то, чтобы надеяться, что придет какой-то там президент вместо Зеленского, и он там будет с Москвой там целоваться, обниматься, после того, как сожжено там сотни населенных пунктов, если не тысячи в Украине, убиты сотни тысяч украинских граждан и так далее. Спасибо, господин Тамар, за вашу мудрость. На самом деле ключевые вопросы успели обсудить. Друзья, если бы выборы состояли завтра, за кого вы проголосовали, ваше мнение интересно, а также ваши слова поддержки президенту Украины оставляйте в комментариях, если желаете, считаете это нужным. Как ни крути, сейчас Украина находится под колоссальным давлением. Не зря Зеленский говорит, что мы действительно находимся в критичной точке, которых было всего несколько за время этой большой войны, и сейчас одна из них. Давайте держаться вместе. Подпишитесь на YouTube господина Тамара, друзья, ссылку найдете в описании. Ну и лайки поставьте этой беседе, пускай большее количество людей сегодня наш разговор услышит. Господин Тамар, спасибо вам за ваш вдохновляющий взгляд, реалистичный, трезвый взгляд на вещи. Действительно, то, что мы сейчас увидели, это еще не финальный вариант. Спасибо вам за то, что акцентировали на самом главном. Это действительно сейчас очень важно. Я желаю всем молодым людям и девушкам в Украине заниматься физкультурой в клубе «Динамо Киев». Спасибо, господин Тамар. До новых встреч. Друзья, пишите ваши мысли в комментариях.